Любовь моя, Да. мы записывали видео про то, как искать любимого человека. Так Мгм. вот, сразу же вопрос. Мгм. То есть, если два человека, у которых энергии сливаются, которые, Мгм. условно говоря, предназначены друг для Да. друга, даже если они встретились и оказались в одном месте в одно время, это еще не факт, что они станут парой, все у них будет распрекрасно и хорошо. Или это прям вот гарантия? А если эти люди останутся вместе, то это гарантия, что у них все будет хорошо. Но, как правильно ты сказала, это не факт, что эти люди останутся вместе. Почему? Потому что я уже говорила о том, что такие люди друг к другу притягиваются, потому что они являются двумя половинками одного целого. В этом есть очень неутешительный момент в том плане, что не суть, что эти люди захотят даже быть вместе, не суть, что эти люди притянулись и стали мужем и женой, и у них все хорошо. Я видела такие пары, которые, например, они друзья, они дружат с семьями, но они должны быть вместе. Конечно же, я не выдержала, и я им об этом сказала, и сказала, извините, я не имею права об этом молчать, поэтому вы пара, у вас единородная энергия, вы должны быть вместе. А вы что хотите с этим, то и делайте. Жаль, что я больше не имею доступа к этим людям, очень хотелось бы посмотреть, что они с этим делали. До мужчины дошло сразу. Вот, женщина сидела с такими глазами, что лучше бы я ничего не говорила. Вот, а мужчина сразу сказал, да блин, а я, говорит, понял, говорит, я чувствую, что меня всю жизнь, говорит, не могу от тебя уйти, и все. Да, у мужчины в паре притяжение сильнее. Это обусловлено тем, что мужчины физически сильнее. Чем физически сильнее тело, тем больше энергетические какие-то задачи это тело в состоянии держать. Поэтому и дамы, и мужчины все в спортзал, развиваемся физически. Значит, это вот такая неутешительная, да, глава всей этой поэмы про то, что да, люди, созданные друг для друга, могут подойти с разным багажом к месту встречи. Я видела пары, которые встретились, и они стали вспоминать, и выяснилось, что они ходили одними и теми же дорогами, они были на одних и тех же мероприятиях, и по какой-то идиотской совершенно причине они, даже обратив друг на друга внимание, они постеснялись, побоялись, не захотели друг к другу подойти. Но в результате у одной такой пары сейчас растет замечательный детеныш маленький. И эта дама, она мне сразу сказала, слушай, вот помнишь, ты мне говорила, что ты встретишь там-то этого человека, и ты потом удивишься, что вы много раз обращали друг на друга внимание, были на тех же событиях. Вот я сейчас встретила этого человека. Как только она рассказывать начала об этом, я сразу тут же просмотрела, увидела этого человека, и я даже прям на полусловие ей сказала, да, это он. Теперь у них замечательный детеныш, у них все хорошо, у них настолько все хорошо. Вот это правда, люди друг с другом счастливы. Поэтому за такие пары я очень рада. Я очень рада, что они складываются, да. Даже когда они пришли в уже, скажем, таком возрасте за 30, за 40 лет, они наконец-то встретились, уже побывав замужем, женатыми, уже родив каких-то детей, но все-таки за счет вот этого притяжения они встретились. Поэтому, мужчины, не бойтесь обращать внимание на дам, на которых вы смотрите и думаете, ну она на меня никогда не посмотрит. Подойдите, познакомьтесь, там дальше разберетесь. Вот, и есть в этом плане утешительный момент все-таки. У нас не одна такая пара заложена. Я иногда просматриваю людей, и у них, я думаю, что это в ауре, да, как-то заложено, у них в энергетическом, потому что я называю это энергетическое поле. И у них в энергетическом поле я вижу много партнеров. Я вижу некоторых людей, у которых в энергетическом поле нету никого. Я вижу людей, у которых в энергетическом поле люди уже они как бы ушли, они даже не просматриваются. Потом, когда я начинаю им описывать этих людей, спрашивать о них, да, а был ли в вашей жизни вот такой человек? Описываю, спрашиваю, какие-то рассказываю события, которые я вижу. Человек напрягается, вспоминает, и несколько раз было так, что человек мне говорил, что этот человек уже ушел из жизни.
То есть вы представьте, да, эти люди были какими-то друзьями или учились вместе, или каким-то образом они работали, может быть, вместе где-то, или просто даже они постоянно встречались на улице вместе. А потом, спустя много лет, какая-то взбалмошная тетка себе сидит и объясняет, что это был твой единый энергетический партнер, да. Это же вообще не смешно. То есть одна женщина она просто так разрыдалась, она говорит, блин, а я чувствовала, я ходила мимо этого человека, выяснилось, что они на одной остановке садились все время в один и тот же транспорт, куда-то ехали. Она говорит, я все время смотрела на этого мужчину, и как мне хотелось к нему подойти. Но он все время был какой-то неухоженный, он все время был какой-то некрасивый. Хотя, говорит, человек был красивый мне физически, вот он нравился. Но какой-то был неопрятный, неухоженный, и я не хотела к нему подойти. А потом, говорит, я чисто случайно узнала, что этот человек умер, и я почему-то расстроилась. А, говорит, вот спустя почти 18 лет у нас случился с ней разговор, я узнаю, что мне нужно было подойти к этому человеку, несмотря на всю неопрятность, грубо говоря, отмыть, одеть, привести в порядок и быть счастливой. Опять же, женщины, поменьше статусных заморочек в голове, поменьше мыслей о деньгах, побольше мыслей о том, что если вас к чему-то тянет, может, не зря. Просто сядьте, подумайте, задумайтесь. Почему? Потому что, помните, я говорила в прошлом видео, когда люди, которые являются единым целым по энергии, сливаются, каждый из них становится в 2 раза сильнее. И это уже, что говорится, пара, которая может запросто осуществлять любые желания. Вам не хватает денег, вы их заработаете. Вам не хватает образа жизни, он у вас появится. Вам не хватает какого-то чувства полноценности, оно у вас вот просто раз и стало. Не то, что же появилось, а просто вы вчера чувствовали себя одиноким и единственным человеком в мире, и никто вас не любит, а сегодня просто из-за того, что вот какой-то там немытый человек, да, с которым вы видитесь на остановке последние 10 лет, он рядом с вами, и вам от этого тепло. Но вы постеснялись подойти к этому человеку и помочь ему в том, в чем вы профессионал. Потому что, вот будете смеяться, женщина работала продавцом в магазине одежды. Поэтому она как-то очень не могла себя преодолеть, что вот она каждый день с такой красивой одеждой работает, да, а тут человек, вот я не знаю, с него все сними и выброси. Ой, да, очень много печальных историй. Я очень радуюсь, когда получается соединять пары. Я очень радуюсь, когда люди, даже пройдя огромные тернии, и все-таки выходят к звездам. Очень сложно, когда люди опоздали. Еще обиднее бывает, когда, например, притягиваются люди, а уже поздно. Кто-то там спился, кто-то снаркоманился, кто-то психику угробил и просто не в состоянии оценить то, что пришло в руки. Совет таким людям: срочно бросаем пить, срочно бросаем все остальное дребедень в этой жизни, срочно начинаем использовать по полной вообще программе ваш шанс на то, чтобы стать лучшим человеком. Почему? Потому что, помните, 2 человека сложились, и каждый из них стал в 2 раза сильнее. Плюс, если вчера вы были одна, сегодня вы в 2 раза сильнее, и у вас в 2 раза сильнее помощник. Все преодолимо, все. Я видела людей, которые вылезали с таких ям просто за счет того, что они были достаточно умны понять, что вот этот человек, и он мне важен. Сложный вопрос. Я даже не пытаюсь сказать, что теперь все всем понятно, потому что, честно вам скажу, мне вообще ничего не понятно. Я вижу, какой огромный поток информации идет из потока на эту тему. Это все разбираться и разбираться. Поэтому задавайте вопросы, будем как-то отвечать, будем как-то вместе разбираться. Люблю, целую.